Представьте, вы летите в самолете над Сахарой. Под вами бесконечный рыжий песок. Ничего, кроме песка. И вдруг идеальный круг диаметром 50 километров. Концентрические кольца как мишень. Слишком правильный, чтобы быть природным. Слишком огромный, чтобы его кто-то нарисовал. И никакого объяснения. Или вот другая история. Вы живете в небольшом городке в Южной Африке. Пашете поле, ведете детей в школу, ездите на рыбалку. И понятия не имеете, что живете внутри крупнейшего ударного кратера на Земле. Что под вашими ногами порода, расплавленная 2 миллиарда лет назад. Что холм, с которого дети катаются на велосипедах, гребень, поднятый из глубин планеты ударом такой силы, что рядом с ним весь ядерный арсенал человечества выглядит как хлопушка. Наша планета хранит шрамы. Глубокие, старые, странные. Одни видны только из космоса. Другие скрыты под километрами породы и воды. Третьи прямо под ногами, только мы не знаем, куда смотреть. Сегодня 4 таких шрама. 4 дыры в теле Земли. И 4 истории, от которых сложно оторваться. Первая дыра находится посреди Сахары, самой большой и самой безжизненной пустыни на Земле. Если лететь на самолете над Мавританией и смотреть в иллюминатор, в какой-то момент среди бесконечного рыжего песка появляется нечто невозможное. Гигантский круг диаметром почти 50 километров, состоящий из идеально концентрических колец. Как мишень, нарисованная прямо на поверхности планеты. Темные кольца чередуются со светлыми. Вся структура настолько правильная, настолько геометрическая, что первая мысль – это сделал кто-то разумный, не природа. Природа не рисует идеальных кругов диаметром в 50 километров. И тем не менее, вот он. Глаз Сахары или структура Решат. Одна из самых загадочных геологических формаций на Земле. Глаз Сахары впервые заметили в 60-е годы 20 века, когда первые астронавты программы Gemini посмотрели на Землю из космоса и увидели странный круг в пустыне. До этого о нем почти никто не знал. С Земли структуру невозможно разглядеть, она слишком велика. Вы можете стоять на одном из ее колец и не понимать, что находитесь внутри гигантского рисунка. Только с высоты в несколько сотен километров проступает весь узор, и он поражает. Астронавты использовали глаз Сахары как ориентир при полетах над Африкой. В однообразии пустыни это было единственное заметное образование. Первая версия происхождения казалась очевидной – метеоритный кратер. Идеально круглая форма, концентрические кольца, плоская пустыня вокруг – все указывало на след космического удара. Но когда геологи добрались до места и начали исследования, версия рассыпалась. В метеоритных кратерах порода оплавлена и деформирована ударной волной. В ней присутствуют особые минералы – каесит и стишовит, которые образуются только при экстремальных давлениях. В Решате ничего этого не нашли. Порода не была оплавлена, ударных минералов не было. Это не кратер. Тогда что? На сегодняшний день наиболее принятая гипотеза звучит так. Структура Решат – результат геологического купольного подъема, который начал формироваться около 100 миллионов лет назад. Глубоко под землей магматический поток давил на поверхность снизу, приподнимая слои осадочных пород. Эти слои разного возраста и разной твердости были подняты и обнажены. А затем в течение миллионов лет эрозия вымыла более мягкие породы, оставив более твердые в виде выступающих колец. По сути, глаз Сахары – это поперечный срез геологической истории Земли, вывернутый наизнанку и отшлифованный ветром до состояния гигантской мишени. Каждое кольцо – слой породы определенного возраста. От протерозойских, которым более полумиллиарда лет, до ордовикских, которым около 450 миллионов. Но эта версия устраивает не всех. Некоторые геологи указывают, купольный подъем обычно не создает настолько идеальных круглых форм. Природные купола, как правило, имеют овальную или неправильную форму. Их деформируют тектонические напряжения, неоднородность пород, асимметрия магматического потока. Решат – почти идеальный круг. Кроме того, в центре структуры обнаружены кимберлитовые породы, те самые, в которых образуются алмазы. Кимберлиты связаны с мощными вулканическими взрывами, поднимающими материал из глубин мантии. Может быть, Решат – след колоссального вулканического взрыва, произошедшего десятки миллионов лет назад. Взрыва, который не оставил традиционного кратера, но деформировал породы на площади в 1000 квадратных километров. Есть и совсем экзотическая версия, которая регулярно всплывает в интернете. Глаз Сахары – это руины Атлантиды. Размеры якобы совпадают с описанием Платона. Круглый город с концентрическими кольцами каналов, расположенный к западу от Средиземного моря. Сахара когда-то была зеленой, и через Решат текли реки. Разумеется, ни один серьезный ученый эту версию не поддерживает. Никаких археологических свидетельств человеческого присутствия в Решате нет. Но она упорно живет, подпитываемая визуальным сходством и человеческой потребностью верить в чудо. И вот что делает Решат особенно захватывающим – его контекст. Сахара не всегда была пустыней. Еще 5-6 тысяч лет назад, в период так называемого Зеленого Сахары, здесь текли реки, плескались озера, росли леса и жили люди.
Наскальные рисунки в горах Тассилина-Джер в нескольких сотнях километров от Ришата изображают жирафов, слонов, бегемотов и людей, плавающих на лодках. Глаз Сахары в те времена существовал, он гораздо старше. Значит, древние люди видели его, жили рядом, возможно, внутри. Его кольца могли служить естественными стенами, а низины между ними – руслами рек. Знали ли они, что живут внутри гигантского круга? Вероятно, нет, для этого нужен вид сверху. Но они могли знать, что место особенное, могли считать его священным. И, возможно, память об этом дожила до античности, трансформировавшись в миф об Атлантиде. Это спекуляция, не наука, но красивая спекуляция. Глаз Сахары по-прежнему смотрит в небо и хранит свою тайну. Вторая дыра – старейший и крупнейший ударный кратер на Земле. Он находится в Южной Африке примерно в 120 километрах к юго-западу от Йоханнесбурга и называется Вридефорд. Если вы приедете туда, вы увидите пологие холмы, зеленые поля, маленькие фермерские поселки. Обычный южноафриканский пейзаж. Никакого кратера вы не увидите, потому что кратер и есть все, что вас окружает. Вридефорд имеет диаметр около 300 километров. Вы не можете увидеть его с Земли по той же причине, по которой муравей не может увидеть футбольный мяч, на котором стоит. Вы находитесь внутри. 2 миллиарда 23 миллиона лет назад, плюс-минус 4 миллиона лет, в это место врезался астероид диаметром от 10 до 15 километров. Каменная глыба размером с небольшой город, летящая со скоростью около 20 километров в секунду. Энергия удара порядка 10 в 25 степени джоулей. Это в миллиарды раз мощнее всего ядерного арсенала человечества вместе взятого. В момент столкновения температура в точке удара поднялась до нескольких десятков тысяч градусов. Порода не расплавилась. Она испарилась, превратившись в раскаленный газ, выброшенный ударной волной в атмосферу на высоту в сотни километров. Земная кора на площади в 1000 квадратных километров была деформирована, смята, перевернута. Горные породы, залегавшие на глубине 25 километров, были вытолкнуты на поверхность. Ударная волна обогнула планету несколько раз. Но вот что делает Вридефорд по-настоящему уникальным. Он не просто старый. Он настолько старый, что возникает фундаментальный вопрос. Как он вообще сохранился? 2 миллиарда лет – это почти половина возраста Земли. За это время тектонические плиты сдвинулись на тысячи километров. Горы выросли и были стерты. Океаны появились и исчезли. Большинство кратеров такого возраста давно уничтожены эрозией и тектоникой. Вридефорд выжил благодаря специфической геологии южноафриканского кротона, древнего стабильного участка земной коры, который почти не подвергался тектоническим деформациям. Это как если бы удар оставил отпечаток на бетонной плите, а не на пластилине. Для науки Вридефорд – бесценный объект. Геологи нашли в породах кратера шатерконусы – конусовидные структуры, образующиеся только при ударных волнах определенной мощности. Нашли зерна кварца с характерными микроскопическими трещинами, неопровержимым доказательством удара. Нашли расплавленные породы, сохранившие пузырьки газа, запечатанные 2 миллиарда лет назад. Сегодня Вридефорд – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Но большинство южноафриканцев понятия не имеют, что живут внутри крупнейшего кратера на Земле. Фермеры пашут поля на породах, расплавленных 2 миллиарда лет назад. Дети играют на холмах, которые на самом деле – выступы пикового кольца, поднятого ударной волной из глубин земной коры. Река Вааль, протекающая через кратер, вырезала в древних породах живописное ущелье, популярное у любителей рафтинга. Они сплавляются по порогам, не подозревая, что скалы вокруг них – застывшая память о событии, которое едва не стерилизовало целое полушарие. Жизнь не просто пережила удар, она обжила его, превратив шрам планеты в пашню, реку и детскую площадку. Третья дыра – самая знаменитая и самая смертоносная из всех. Она находится на побережье полуострова Юкатан в Мексике, и она убила динозавров. Кратер Чиксулуб диаметром около 180 километров погребен под километровым слоем осадочных пород и частично скрыт водами Мексиканского залива. Это след удара, который 66 миллионов лет назад уничтожил 3/4 всех видов на Земле и поставил точку в эпохе динозавров. Эпохе длиной в 150 миллионов лет. История открытия Чиксулуба сама по себе детектив. В 1980 году нобелевский лауреат Луис Альварес и его сын Волтер опубликовали статью, в которой предположили, массовое вымирание на границе мелового и палеогенового периодов было вызвано ударом астероида. Доказательство – тонкий слой глины, обогащенный иридием, который обнаруживается в геологических разрезах по всему миру на границе двух эпох. Иридий редок на Земле, но распространен в астероидах. Если астероид врезался в планету, он распылился в атмосфере, и иридиевая пыль осела ровным слоем по всей Земле. Гипотеза была изящной, но ей не хватало кратера. Без кратера теория оставалась красивой идеей. Кратер нашелся 10 лет спустя, и нашел его не археолог и не геолог, а нефтяник. Геофизик мексиканской нефтяной компании Глен Пенфилд еще в 1978 году заметил на гравитационных картах полуострова Юкатан странную кольцевую аномалию.
Полукруг, частично скрытый под морем, частично под джунглями. Он сообщил о находке руководству, но компанию это не заинтересовало. Нефти там нет, значит обсуждать нечего. Пенфилд опубликовал краткое сообщение, оставшееся незамеченным. Только в начале 90-х журналист связал работу Пенфилда с гипотезой Альвареса, и мир наконец обратил внимание. Бурение скважин подтвердило, под Юкатаном лежит кратер нужного размера и нужного возраста. Чиксалуб был найден. Реконструкция события звучит как сценарий апокалиптического фильма, с той разницей, что это реальность. Астероид диаметром около 12 километров вошел в атмосферу под углом примерно 60 градусов и врезался в мелководный шельф у побережья Юкатана. Энергия взрыва составила около 100 тератон в тротиловом эквиваленте. Это в 10 миллиардов раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Породы в точке удара испарились мгновенно. Ударная волна пронеслась по планете со скоростью 1000 км в час, уничтожая все в радиусе 1000 км. Мегацунами высотой в 1,5 километра обрушилось на побережье обеих Америк. Раскаленные обломки породы, выброшенные в космос, дождем обрушились обратно на Землю, поджигая леса по всей планете. Небо затянулось пылью и сажей. Температура упала. Фотосинтез прекратился. Пищевые цепочки обрушились. Это продолжалось месяцы и годы. Динозавры, правившие планетой 150 миллионов лет, вымерли. Выжили мелкие млекопитающие, птицы, крокодилы и черепахи, те, кто мог прятаться под землей, питаться падалью и переносить холод. В 2016 году международная экспедиция пробурила скважину глубиной более 1300 метров прямо в пиковое кольцо кратера. Извлеченные керны рассказали историю удара с точностью до минут. На определенной глубине расплавленная порода, смешанная с гранитом и гнейсом, поднятыми с глубины более 10 километров. Выше слой брекчи из обломков всех пород, попавших под ударную волну. Еще выше тонкий слой с высокой концентрацией иридия, тот самый слой Альвареса. А над ним известняки, в которых нет ни одного следа динозавра. Вот так выглядит конец эпохи. Несколько сантиметров иридиевого слоя, разделяющие мир, в котором были динозавры, и мир, в котором их нет. Исследования кернов принесли еще один сюрприз. Астероид ударил в породы, богатые серой, гипс и ангидрит, и при ударе в атмосферу были выброшены колоссальные объемы серных аэрозолей. Именно они, а не пыль и сажа, стали главной причиной ядерной зимы. Если бы астероид упал на несколько сотен километров восточнее или западнее, в глубокий океан, где серных пород нет, последствия были бы значительно менее катастрофичными. Динозавры, возможно, выжили бы, млекопитающие, возможно, не получили бы своего шанса. Человечество, возможно, никогда бы не появилось. Судьба жизни на Земле была определена несколькими сотнями километров, микроскопическим расстоянием в масштабах космоса. Четвертая дыра – самая красивая и самая фотогеничная из всех. Она находится у побережья Белиза в Карибском море и называется Большая голубая дыра. Если смотреть сверху, видишь идеально круглый диск глубочайшей темной синевы, окруженный кольцом бирюзового мелководья и белоснежных коралловых рифов. Диаметр 318 метров, глубина 124 метра. Как будто кто-то взял гигантский циркуль и вырезал в коралловом рифе идеальный круг, наполнив его чернилами. Большая голубая дыра – карстовая воронка, образовавшаяся в ледниковый период, когда уровень океана был на сотни метров ниже нынешнего. Тогда территория нынешнего рифа Лайтхаус была сушей, покрытой известняковыми скалами. Дождевая вода, насыщенная углекислым газом, растворяла известняк, создавая подземные пещеры. Один из таких сводов обрушился, образовав вертикальный колодец с отвесными стенами. Когда ледниковый период закончился и уровень океана поднялся, колодец был затоплен и превратился в ту самую голубую дыру, которую мы видим сегодня. Жак-Ив Кусто включил Большую голубую дыру в список 10 лучших мест для дайвинга в мире. В 1971 году он привел сюда свое знаменитое судно «Калипсо» и совершил серию погружений, сделавших дыру всемирно знаменитой. На глубине около 40 метров Кусто обнаружил то, что с тех пор притягивает дайверов со всего мира. Гигантские сталактиты, каменные сосульки, свисающие из потолка затопленной пещеры. Некоторые достигают нескольких метров в длину. Они сформировались, когда пещера была еще сухой, десятки тысяч лет назад, и сохранились в неприкосновенности после затопления. Плавать среди этих сталактитов все равно, что парить внутри затопленного собора. Каменные колонны, уходящие в темноту. Тишина, нарушаемая только звуком собственного дыхания. Ощущение времени, остановившегося 10 тысяч лет назад. Но Большая голубая дыра не только музей. Это живая экосистема. На ее стенах в верхних слоях, где достаточно света, обитают коралловые сады невероятной красоты. Здесь встречаются рифовые акулы, гигантские групперы, барракуды и морские черепахи. Видимость иногда достигает 60 метров. Вы можете видеть противоположную стену дыры, как через стекло. Для дайверов это место паломничества. Но дайвинг здесь опасен.
Глубина, отсутствие дна на большей части погружения, резкий переход от светлой воды к абсолютной тьме и наркотическое действие азота на больших глубинах делают это одним из самых рискованных рекреационных погружений в мире. Несколько дайверов погибли здесь, потеряв ориентацию в темноте или не рассчитав запас воздуха. Настоящий сюрприз ждал на дне. В 2018 году экспедиция под руководством Ричарда Брэнсона и океанолога Фабьена Кусто, внука Жак-Ива, погрузилась на подводных аппаратах на самое дно. На глубине более 100 метров они обнаружили слой сероводорода, токсичного газа, образующего непроницаемый барьер между насыщенными кислородом верхними слоями и полностью безжизненными нижними. Ниже этого барьера ни рыб, ни кораллов, ни водорослей. Только абсолютная тьма и мертвая вода. Зато там нашли раковины гигантских моллюсков, панцири древних крабов и сталактиты, обрушившиеся с потолка пещеры, лежащие на дне, как поваленные колонны разрушенного храма. Некоторые были наклонены под углом, не соответствующим вертикали, что натолкнуло ученых на мысль о древнем землетрясении, накренившем пещеру еще до ее затопления. Но самая шокирующая находка была другой. На дне обнаружили 2-литровую пластиковую бутылку. Посреди затопленной пещеры, которой 10 тысяч лет, среди сталактитов, формировавшихся миллионы лет, на глубине более 100 метров, пластиковый мусор. Фабьен Кусто сказал: «Мы погрузились в одно из самых девственных мест на планете, и первое, что увидели на дне, был наш мусор». Эта фраза облетела мир и стала символом того, как далеко проникло человеческое загрязнение. Даже туда, где его, казалось бы, не может быть. 4 дыры, 4 истории о планете, на которой мы живем. Глаз Сахары, который смотрит в космос и не желает объяснять свою природу. Слишком правильный для природы и слишком древний для человека. Вредефорд, хранящий память об ударе 2-миллиардной давности. Событие такой мощи, что мы не способны его даже представить, только измерить в числах с 20 нулями. Чиксулуб, стёрший динозавров с лица Земли и расчистивший дорогу для нас. Найденный случайно нефтяником, чей начальник не хотел тратить время на бесполезный круг на гравитационной карте. И большая голубая дыра, одно из красивейших мест на планете, и напоминание о том, что даже на дно самых далеких пещер мы умудрились доставить свой мусор. Эти 4 дыры объединяет одно. Они заставляют нас почувствовать себя маленькими. Не в плохом смысле, а в том смысле, в каком маленький означает часть чего-то невообразимо большого. Мы живем на планете, которой 4,5 миллиарда лет, на поверхности которой бомбардировали астероиды, выворачивали наизнанку вулканы и затапливали океаны. Каждая из этих дыр – шрам, оставленный временем на теле Земли. И каждый такой шрам напоминает: наша планета не декорация для человеческой жизни, а живой, дышащий, опасный мир, который существовал задолго до нас и будет существовать долго после. Мы просто ненадолго заглянули в дыру и увидели бездну. А бездна, как водится, заглянула в ответ. Потому что каждая из 4 дыр – это не просто геологический объект. Это зеркало, в котором отражается масштаб нашего незнания. Мы думали, что знаем свою планету. Потом посмотрели вниз и поняли, что не знаем даже того, что находится у нас под ногами. И это, пожалуй, самое захватывающее открытие из всех. Еще одна деталь, объединяющая все 4 объекта. Каждый был открыт не там, где его искали. Глаз Сахары увидели астронавты, смотревшие на Землю из космоса. Вредефорд исследовали фермеры, не подозревавшие, что живут внутри кратера. Чиксулуб нашел нефтяник, и 7 лет никто не обращал внимания. Большую голубую дыру заприметили пилоты, пролетавшие над рифом. Все 4 открытия произошли случайно. Человек смотрел в одну сторону, а находка оказалась другой. Самые значимые открытия редко приходят туда, куда их ищут. Все 4 объекта продолжают изучаться прямо сейчас. Решат регулярно снимают в разных диапазонах. Каждый снимок добавляет детали, но не убирает загадку. Вредефорд бурит и исследует. Ученые хотят понять, как именно удар такой мощи взаимодействовал с биосферой 2-миллиардолетней давности и что именно выжило в его эпицентре. Чиксулуб стал объектом одного из самых масштабных геологических проектов последних десятилетий. Международная программа бурения продолжается, и каждый новый керн добавляет детали к картине того дня, когда закончилась эпоха динозавров. Большая голубая дыра регулярно получает новые экспедиции, и каждая находит что-то, чего не нашла предыдущая. В 2021 году там обнаружили новый вид двустворчатых моллюсков неизвестной науки. Жизнь, спрятавшаяся в карстовой воронке и эволюционировавшая в изоляции тысячи лет. 4 дыры, 4 открытых вопроса. И последнее. Когда думаешь обо всех 4 объектах вместе, возникает одна мысль, которую сложно сформулировать, но невозможно не почувствовать. Планета, на которой мы живем, устроена принципиально иначе, чем мы привыкли думать. Мы воспринимаем Землю как нечто стабильное и понятное. Но под поверхностью – километры породы, в которых записана история несравнимо более драматичная, чем вся история человечества вместе взятая. Удары астероидов, которые меняли облик планеты и курс эволюции. Вулканические взрывы, деформировавшие сотни квадратных километров коры.
Пещеры, образовавшиеся и затопленные в циклах, длившихся десятки тысяч лет. Все это произошло. Все это продолжает происходить просто в масштабах времени, которые наш разум не умеет воспринимать инстинктивно. 4 дыры напоминают об этом лучше, чем любой учебник. Это не абстракция. Это место, куда можно приехать и стоять, глядя вниз. И понимать, под твоими ногами история, которую ты не можешь вместить.